Всем привет! В этом видео я подробно расскажу о новой локации Маяк. Мы поговорим о том, как начать на ней выживать и даже как пройти ее без урона аж на 5 клетках. Погнали! С самого начала локации знакомят нас с новыми элементами окружения, вертикальными бревнами, которые по сути заменяют двери. Их также можно разбить перекатом или атакой. И канаты с противовесом, которые подкидывают нас вверх. Не удержался. Далее нас по очереди знакомят с тремя боссами: Калиопа, Эфтерпа и Клио. Так, стоп. Не это Клио, а вот это. Имена разработчики взяли из древнегреческих мифов. В них так звали трех дочерей Зевса, которые являлись богинями-музами, и каждая покровительствовала отдельному виду искусства. С игровыми аналогами они не имеют ничего общего. Эти твари жутко бесят, и от них знатно горит жопа. После знакомства с Калиопой сразу начинается платформинг погони. Теперь нам требуется добраться по вертикальной локации до комнаты, в которой состоится схватка с первым боссом. Чтобы мы не стояли на месте, нас будет подгонять огонь. Он наносит небольшой урон, когда касается модельки персонажа. Если же мы в него упадем, то получим урон, как при обычном падении. Также нам не дадут расслабить булочки боссы, которые будут нас преследовать. Сначала одна Калиопа, затем она же вместе с Эфтерпой и наконец все трое. После каждой погони нам предстоит сражаться с боссами, которые нас преследовали. Теперь давайте разберемся, как нам не огрести от этих надоедливых любителей сандалий, вина и поэзии. Начнем с погони. Разберем все виды атак наших противников, после чего я дам пару советов по прохождению. Калиопа. Ее первая атака замахивается и выбрасывает шар вперед, вверх или под углом, в зависимости от вашего местоположения в момент ее атаки. Шар летит достаточно далеко, чтобы вам прилетело по башке. Вторая атака. Если вы стоите с ней на одной платформе и достаточно близко, замахивается и наносит удар по полуокружности перед собой. Третья атака. В случае, если вы быстро перемещаетесь по вертикали, Калиопа может выбросить сразу два шара в разных направлениях, например, вперед и по диагонали вверх. И четвертая атака замахивается двумя шарами над головой и бьет вниз. Эфтерпа. Ее первая атака прицеливается и стреляет по прямой в направлении взрывающихся бочек или вашего персонажа. Вторая прыгает в направлении к противоположной стене, при этом может пролетать сквозь платформы вверх. В полете производит один или несколько залпов по 3 стрелы. Клео. У нее всего одна атака на стадии погони, проводит быстрое комбо из 3 ударов. Во время проведения комбо-атаки может разворачиваться вслед вашему персонажу. Завершающая атака наносит урон вокруг босса, а ее телепортация между платформами не прерывает комбо. Теперь переходим к моим очень важным советам. Если вы снесете боссу примерно четверть здоровья, то он сразу прекратит погоню и телепортируется в комнату, где будет ждать вас с неполным здоровьем. Тут я должен сказать, что не советую делать акцент на нанесение урона боссам во время погони. Как правило, это приводит к получению урона от других боссов или подоспевшего огня, но в билдах с огромным уроном можно стирать их за секунду. Старайтесь двигаться по локации зигзагами, так вы будете избегать почти всех атак Калиопы и Клио. Избегайте лестниц. Персонаж карабкается по ним очень медленно и всегда по прямой, из-за чего вы становитесь легкой мишенью для дальних атак. Гораздо лучше перемещаться по вертикали, используя руну паука. С ней персонаж перемещается намного быстрее. Желтая кнопка должна быть вашим приоритетом номер 1 в погоне. Именно канаты позволяют буквально пролетать маяк и избежать назойливых боссов. Ломайте бревна атаками, а не только перекатами, особенно если у вас оружие дальнего боя. Даже если не дальнего боя. Если оно ближнего боя, все равно не забывайте, что можно ломать бревна атаками. А то упадете и разобьетесь об огонь. На локации вы встретите бочки. Они работают так же, как и в заброшенной винокурне. При атаке по ним они взрываются, если атаковали их вы, то вам урон не наносится. Все просто. Если у вас оружие с быстрой анимацией атаки, например, метательный нож или перчатки Хаябусы, то вы можете бежать вверх по стене непрерывно, чередуя несколько шагов с атакой. Пришло время рассказать непосредственно о самой битве с боссами.
В комнатах их атак становится больше, и первое время они будут страшно вас напрягать. Здорово, заебал. Бой с Каллиопой. Она атакует всеми теми же атаками, что и во время погони. Бой с Каллиопой и Эфтерпой. В отличие от погони, теперь второй босс атакует прицельным выстрелом до 4 раз подряд, по крайней мере у меня, после чего исчезает с карты до следующей атаки. Вторая атака. Эфтерпа прыгает к противоположному краю карты, в полете стреляя залпом стрел, летящим перпендикулярно вниз. Надеюсь, в школу ходили все, и что такое перпендикулярно объяснять не нужно. Третья ее атака напоминает руну Тарана. Наш аналог Музы появляется над нами и стремительно падает вниз, нанося урон по области. Бой со всеми тремя боссами. Клио атакует той же серией атак, что и во время погони. Но помимо нее использует и новую. Наша третья Муза на минималках появляется у края карты и летит к противоположной стене, нанося урон во время полета. Она может перемещаться как параллельно полу, так и под углом. А теперь краткий курс по выживанию. Первое. Начало боя всегда одинаковое. Сначала босс атакует по одному, но потом темп нарастает. При этом, если два босса атакуют одновременно, их линии атак чаще всего пересекаются. Второе. Клио атакует очень быстро и в обе стороны, а атака, завершающая комбо, наносит урон по области вокруг босса, поэтому не пытайтесь его перепрыгивать. Тут история аналогичная с уворотом от атаки стража, нужно перекатиться и отбежать. От второй атаки можно уклониться перекатом, прыжком или обыкновенным приседанием. Третье. Милишные атаки Каллиопы лучше всего доджить перекатами, рейнджевую прыжком. Четвертое. От прицельного выстрела Эфтерпы можно просто убежать. Вот так вот, просто убежать. Пятое. Сложность боя заключается в контроле сразу трех целей. Как только вы будете фокусироваться на одной, сразу огребете от другой. Проще всего запомнить очередность атак и доджить их перекатами и прыжками. Как правило, вас не будут атаковать сразу три босса. Они предпочитают делать это парами. Сначала начинается комбо одного, и под его конец начинается комбо следующего. Я заметил, что только последняя атака в серии первого босса совпадает с первой атакой следующего. В остальное время вам предстоит уклоняться от атак только одной недомузы. Шестое. Вы можете использовать капкан или крылья ворона. Капкан лишает мобильности, но боссы свободно могут вас бить или просто из него телепортироваться. А крылья ворона даруют что-то вроде неуязвимости, из-за того, что вы висите над головой противника. В этом случае только лучница и баба с шарами может вас достать. Ну и напоследок скажу, что особую сложность эти три дамы представляют при выбивании чертежей, когда нужно убивать конкретную последнюю. В противном случае можно достаточно ловко их раскидывать по мере поступления. Ну и под конец я покажу первые два боя без урона разными билдами. Надеюсь, видео было полезным и сэкономит ваше время и нервы. Если я что-то забыл, пишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр, до встречи!